Честно говоря, мало кто ожидал, что Анна Винтур подарит такое личное поздравление с днем рождения. Мир всегда знал ее как сдержанную, уравновешенную и очень избирательную в выборе слов. Поэтому, когда ее имя появилось рядом с Ким Тэ-хёном, не просто в контексте моды, а в теплом поздравительном сообщении, мир замер. Сначала многие подумали, что это будет короткое поздравление, формальное, вежливое и мимолетное. Но по мере того, как появлялись новые подробности, становилось ясно, что это было больше, чем просто формальность. Было внимание, было наблюдение и было растущее, молчаливое восхищение. В своем заявлении Анна Винтур описала Тэ-хёна как человека, который никогда не пытался перетянуть внимание на себя, но всегда умел его удерживать. Она рассказала, как присутствие Тэ-хёна на различных мировых мероприятиях, особенно на крупных модных показах, всегда привносило необъяснимое спокойствие, как будто время замедлялось каждый раз, когда он входил в комнату. Анна вспомнила, что Тэ-хён никогда не перебарщивал. Ему не нужен был громкий голос или грандиозные жесты. Вместо этого в его спокойном поведении и нежном взгляде чувствовалась сила, заставлявшая людей остановиться и обратить на него внимание. Она поздравила Тэ-хёна с днем рождения почти задумчивым тоном, словно говорила об артисте, а не просто о мировой звезде. Анна упомянула, что у Тэ-хёна было интуитивное понимание искусства, одежды, пространства и эмоций. Для нее Тэ-хён не просто носил одежду, он жил ею. Каждый его выбор казался личным, значимым и верным ему самому. Что сделало поздравление еще более особенным, так это то, как Анна подчеркнула постоянство Тэ-хёна. Он не был тем, кто менялся ради трендов, а тем, кто рос вместе со временем. Стиль Тэ-хёна эволюционировал, но его сущность оставалась неизменной. Мягкая элегантность, тихая мужественность и чистая честность. Анна также упомянула, что Тэ-хён обладал харизмой, которой нельзя было научиться. Естественным спокойствием, которое не достигалось тренировками или стратегиями создания имиджа, а исходило из глубокого самопонимания. В мире, где все больше шума, Тэ-хён стал молчаливым присутствием. И именно поэтому его голос стал еще более слышимым. Поздравление с днем рождения быстро стало вирусным. Многие назвали это историческим моментом не из-за величия слов, а из-за того, кто их произнес. Когда Анна Винтур говорит с таким почтением, мир моды прислушивается. Наблюдатели за индустрией видят в этом послании редкое признание. Не просто признание Тэ-хёна как иконы стиля, но и отражение глубокого сдвига в том, как мир воспринимает красоту, мужественность и культурное разнообразие. Анна называет Тэ-хёна ходячим повествованием, человеком, который несет историю, куда бы он ни пошел. Каждый его шаг на красной дорожке, каждый взгляд в камеру и каждое молчание, которое он выбирает, все это формирует новый визуальный язык. В заключение Анна Винтур предлагает простое, но глубокое пожелание, чтобы Тэ-хён продолжал идти своим собственным путем, не торопясь, не теряя той искренности, которая стала его визитной карточкой. Она подчеркивает, что возраст – это не просто цифра, а новый этап в творческом пути артиста. И Тэ-хён, по ее мнению, понимает, как с достоинством пройти через каждый из этих этапов. Для поклонников это послание показалось особенно значимым. Это было не просто поздравление с днем рождения, а признание того, что Тэ-хён вышел за рамки индустрии развлечений. Теперь он является символом артистизма, честности и техой красоты на мировой сцене. И, возможно, именно поэтому слова Анны Винтур прозвучали так сильно. Потому что он не просто сказал «с днем рождения». Он признал пройденный путь. Он почтил память. И он вписал имя Ким Тэ-хён в мировую культурную историю. Потому что истинное обаяние не требует крика, чтобы быть услышанным. И Тэ-хён по-своему это доказал. Слова не ограничились одним днем празднования. На самом деле, после дня рождения Тэ-хёна слова Анны Винтур прозвучали еще сильнее.
Казалось, мир только что осознал, что произошедшее не было мимолетным моментом, а знаком чего-то гораздо большего, осознанием, пришедшим после долгих наблюдений и глубокого понимания. За кулисами люди из индустрии моды начали говорить. Не громко, не с преувеличенными заявлениями, а вдумчиво. Они обсуждали, как Тэхён, никогда не навязывая себя их миру, постепенно меняет восприятие красоты и харизмы. Анна Винтур, известная тем, что редко повторяет похвалы без оснований, снова упомянула Тэхёна во внутреннем разговоре. Она отметила, что Тэхён обладает качеством, которое становится все более редким в современную эпоху – терпением. Терпением не спешить в центр внимания, терпением позволить своей работе и присутствию говорить за себя. Для нее Тэхён олицетворяет собой истинное влияние, которое не всегда заметно. Иногда оно присутствует в тишине, в том, как человек сидит, слушает или смотрит на мир с неподдельным любопытством. Именно это отличает Тэхёна от многих других публичных фигур, которые приходят и уходят. Анна однажды сказала, что мир моды часто зациклен на скорости. Тренды меняются, лица меняются, и внимание публики переключается слишком быстро. Но Тэхён, по ее словам, движется в другом ритме. Он не борется с течением, но и не тонет в нем. Он идет в ногу со временем, позволяя каждому этапу своей жизни формировать новый слой его личности. Несколько раз Анна называла Тэхёна эмоционально зрелой личностью. Она видит, как он понимает не только эстетику, но и смысл, стоящий за ней. Для него одежда — это не просто одежда, а продолжение чувств, переживаний и воспоминаний. Поздравление с днем рождения стало восприниматься как символ профессиональных отношений, которые развивались естественным образом. Отношения между двумя мирами, миром классической моды и постоянно развивающимся миром современного искусства, строились не на простых контрактах, а на взаимном уважении. Международные СМИ подчеркнули, как тщательно Анна Винтур подбирала слова, говоря о Тэхёне. В ее словах не было преувеличенной гиперболы, пустого восхваления, а лишь тихого признания, и именно поэтому это звучало так сильно. Для многих наблюдателей отношение Анны к Тэхёну отражало серьезный сдвиг в индустрии. Мир моды открывался для людей, которые привносили эмоциональную искренность, а не просто идеальную внешность. И Тэхён, со своими мягкими выражениями лица и теплым присутствием, символизировал этот сдвиг. Сам Тэхён никогда не реагировал на комплименты слишком бурно. Он не использовал их как рекламный инструмент и не отвечал высокопарными словами. Он принимал их с тем же отношением, с которым жил, спокойно, благодарно и уверенно. В этом, собственно, и заключалось его обаяние. Анна Винтур отметила, что Тэхён, казалось, никогда не менялся из-за комплиментов. Он остался тем же, человеком, который ценил процесс, уважал окружающих и тщательно оберегал свое личное пространство. В разговорах с коллегами Анна упоминала, что Тэхён – пример того, как слава не обязательно должна разрушать личность. Он был доказательством того, что можно находиться на вершине мировой славы, не теряя при этом чуткости и эмпатии. Поздравления с днем рождения запомнились не как единичный случай, а как начало более длинной истории. Новая глава, где Тэхён больше не воспринимается просто как поп-икона или муза моды, а как культурная фигура, привносящая новые ценности. Мягкость, честность и смелость быть самим собой.